Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Guard.ua. Это рубрика «Комментирую игру моего подписчика». И сегодня у меня подписчик под псевдонимом Топ-1 ранг Ферзь. Итак, я не знаю, как обычно, что происходит будет в данной каточке, поэтому, ребят, всем приятного просмотра, кто, соответственно, смотрит, приятного аппетита, кто кушает, а кто засыпает, то приятных снов, естественно. И перед тем, как мы полноценно погрузимся в каточку, хочу попросить вас, ребят, мне нужна ваша поддержка. Я в каждом ролике об этом говорю, но мне в действительности она очень нужна. Без вашей поддержки я не смогу осуществить то, что хочу. Поэтому лайк, комментарий от 3 слов. И если не подписан на YouTube, подпишись, потому что хочу 2000 подписчиков. Все. Вот такая вот коротенькая фраза. И хочу напомнить, у меня есть телеграм-канал. В описании под роликом, в комментариях под роликом, а также на экране на 10-м раунде и в конце этого ролика появляется QR-код для перехода на мой телеграм-канал. Там, если что, я пишу обновление игры, веду свой небольшой личный блог, а также у нас там есть чат комьюнити. Поэтому присоединяйтесь, вместе все-таки веселее и интереснее. Правильно? Правильно. Забыл сказать, я там пишу также, когда у меня стримы. То есть вся информация, что происходит и тому подобное, короче, все находится в моем телеграм-канале. Присоединяйтесь, не стесняйтесь. Вот так вот кратко. И если вы хотите, чтобы я прокомментировал вашу запись, то в комментариях закрепленное сообщение с ссылкой на конкретную запись в моем телеграм-канале. Переходите, читайте и как бы осуществляйте все эти условия, скидывайте мне запись, я буду комментировать ее. Неважно, какой у вас ранг, только указывайте, хотите вы, чтобы я ошибки разобрал, хотите, чтобы я просто прокомментировал эту игру, то есть получил тонну эмоций, потому что на самом деле мне очень нравится смотреть игры и комментировать их, потому что это интересно, ты можешь поговорить о каких-то там моментах и тому подобное, и интересно посмотреть на другие сборки, то есть показать взгляд со стороны. И неважно, как у вас ранг, еще раз говорю, неважно, абсолютно, то есть вот, все, давайте погрузимся в данную каточку. Что мы тут видим? Я вижу классные легендарки на самом-то деле. Ему классно идут орки. И если ему сейчас панда еще и притащит легендарную фигуру, я буду максимально удивлен. Эх, конечно, не очень упал предмет, но в принципе пойдет. В принципе пойдет. А как он сделал такой ник? Прям такой темно-синий. Как он такой ник сделал? А ну-ка в комментариях мне напишите, каким образом он сделал такой никнейм. Я тоже хочу такой никнейм, допустим. Я бы себе такой, знаете, ярким красным цветом бы выделил. Ну, реально, кто знает, пишем в комменты. Поставил здесь сразу, кто вдруг не знает, как работает синергия панд, рассказываю. Это к тому, что я хотел только что сказать. Синергия панд работает следующим образом. Если у вас стоит конкретный рас на столе, то есть, допустим, орки, гоблины, панды и тому подобное, то панда имеет 10% шанс, что те фигуры, те расы, которые находятся на вашем столе, соответственно, может призвать с 10% шансом. То есть любую фигуру, которая есть в пуле. То есть это касается как легендарной фигуры и так далее. Короче, вы все это дальше без меня знаете. Взял уровень, поставил орков, потому что 150 хп это, ну, нормально так. 150 хп это то, что доктор прописал. Поэтому надо брать. Два бога жреца я вижу. Один будет играть через абуз Лины, скорее всего, либо же Вич Доктора. А один просто играет пока что на лустрике. Окей. Окей. Для него каточка это наоборот хорошо, потому что он здесь может встать на винстрик. Хотел сказать, на лустрик. Что такое? Что за поплава пошла? Почему я начал вот так вот по-тупому заговариваться лустрик, винстрик? Они ж не похожи. Ну, почти, ладно, почти. Ну не похоже. Ну ладно. Ну ладно. Хорош. Ему теперь рог войны бы найти, было бы вообще отлично. Да, если у кого-то будет рукавичка первого тира, то, соответственно, это может как бы поруинить. Но на самом деле ему бы рог войны найти. Либо же охотников поставить сверху. Но рог войны это сильно. Рог войны, извините меня, под кабанчика, это очень сильно. Но если нет рукавички. Но даже если так, у него орк 2 звезды, и мало кто сможет его переплюнуть. Только вот, допустим, вот Тиник, но у него нету сейчас, видите, этой рукавички. Поэтому он может спокойно рукавичку сейчас брать, без зазрения совести и закидывать. Но у чела, который там играть будет через богов, жрецов, через Вич Доктора, прям как-то, ну, сильно. Нормально ему поприходило. Ну, серьезно. Я пытался когда записать данную тему. Кстати, а ну напишите в комментариях, будет ли вам интересно, если я запишу богов-жрецов через Вич Доктора, не через Лину. Это такая, знаете, сейчас метовая тема пошла. Вот. Поэтому жду от вас фидбэк. И я там сделал опросы в своем телеграм-канале. Я хочу, чтобы вы на него ответили. Либо же просто напишите в комментариях. Вы ждете от меня летсплеев по прохождениям игр? Если что, то
По контент по авточесу будет постоянный. В 12 часов постоянно будет выходить ролик по авточесу. И в 18:00 будет выходить ролик по прохождению игры. Что вы думаете? Пишем комменты, естественно. Так, продал Лину, продал ЦМ-ку, поставил мехов. В принципе, неплохо. Цветка со старта пришла, отлично. Будет ли он искать Рок войны или он останется так? Пока что, я так понимаю, верит в скорость атаки. Гоблина-убийцу не берет? Не хочет. Почему-то не хочет. Пандочку пока оставляет. Ну, посмотрим, посмотрим. Может, в действительности, эта панда что-то хорошее ему и принесет. Может быть. Легендарки реально здесь приятные. Очень приятные. Баф упал на орка-охотника. Это отлично. Это даже шикарно, я бы сказал бы. На самом деле, вот этот вот кабан, он такой жесткий. В 2 звезды, когда у вас орк-охотник, это реально жесткая тема. О, хорош. Блин, какой же стильный Вич Доктора прикольный. Тоже хочу. Одно лучше другого. Жалко, он уровень сейчас не может взять. Взял бы уровень, поставил бы две цвета, и было бы замечательно. Чисто как забуксовал на месте, а, ребят? Короче, то, что я сейчас вижу, из того, что есть сейчас на скамейке, есть на обычной доске, то... Чел, кстати, играет на лустрике, людей не ставит, потому что он пытается переиграть второго чела. Обожаю, когда так ребята играют, пытаются друг друга переиграть. Это лишь мне в плюс, грубо говоря. Ну и ему тоже это в плюс. Главное, чтобы он сейчас этого типа вынес. Вынес этого типа будет замечательно. 2 раза баф гоблинов упал как надо на орка-охотника. И его сейчас просто не смогут забить ногами. А он, соответственно, может забить ногами, потому что он сейчас кабанов на суммоне, ты просто такой... Опа! Чирик. Чисто битва. Битва титанов. Не, на самом деле это очень круто, когда баф гоблинов падает на орка-охотника. Он мог реально здесь подкиснуть, но по итогу он его вынес. Жалко, конечно, этот винстрик ему не перейдет, но на самом деле это и балансно. Я представляю, что было бы, если бы вот эти вот мини-винстрики передавались бы. То есть 3 винстрика, ты его выигрываешь, тебе бах плюс 3 монетки. И ты такой, вкусно. Вкусно, очень вкусно. И слеза с глаза такая. Хотя на самом деле звучит как будущее обновление этой игры. Что думаете? Как будущий патч. Я надеюсь, они меня не смотрят. Потому что если бы они меня смотрели, они бы делали все, что мне не нравилось. О! Лустрикер. Прекрасно. На самом деле, у него мехи как бы стоят. Но из плюсов пока что только баф гоблинов. О, ну сейчас будет баф мехов. Потому что у этого... баф... Фу! 6... Да ёп... Сердце не падает ему для халявных роллов. Вот, что я хотел сказать. Боже, просто. На месте просто такой... Серьезно? Серьезно? Но ты сейчас не рофлишь, тебе пришла еще панда. Мехов не хочешь менять, да? Хочешь именно так сыграть? Ну, я бы панд на твоем месте поставил, конечно же. Но ты хочешь именно так сделать. Либо же ты через панд не будешь играть, либо же ты будешь играть через панд. 3 стопки. Вот этого чувака там ник. Не буду читать его дальше, 3 стопки. Да. Но интересно, почему... Так, топ не один. А ну-ка, напишешь мне в комментариях, почему ты не поставил 2 панд. 2 панды, это ж лучше, чем... Или ты все-таки халявный ролл захотел? У него 6 винстрик, кстати. Ну, посмотрим. Посмотрим, что дальше сейчас будет. Усиление резачка. Усиление резачка, хорош. Броня, кстати, неплохая тема, но он ее будет скипать, да? Ага, медальон. Медальон, ребят, я миллиардный, триллиардный раз говорил, медальон мы не скипаем. Ни в коем случае мы не скипаем медальон. Скипните медальон, может выкатиться против вас сильный жрец, и он вам расскажет за ваш скип медальона. Он вам расскажет, где раки зимуют, как у вас дела, как поживают ваши родители и тому подобное и так далее. Поэтому, ребят, как он сделал этот ник? Если что, шутка была.
А то, ну, мало ли кто-то серьезно как бы воспримет это. А то, ну, знаете, есть такие люди, которые, ну, любят пройтись по этой теме. А я чисто так, по рофлу сказал. Без каких-либо там этих самых. Без приколов. Мне не 10 лет. Мне чуть больше. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Хаотично. Боже, вот это имбовая реликвия. Ребят, ее можно юзать как бы и так, как он сейчас юзнул. А можно было бы сыграть на гарантию. Он сыграл все равно так, потому что к нему приходил вот этот Дэвид Джонс, и он 100% его выигрывал. Потому что у него, если что, слева возле ников показывал, точнее, справа возле ников показывалась галочка, что к нему не приходили, у него оставался только Дэвид Джонс. Ему пришел хаотичный договор, он его юзнул, у него сейчас будет тонна бабла. Просто. Он будет Скрудж Макдак, который просто будет сидеть, точнее не сидеть, а будет в свое золото прыгать и купаться. Вот кто он будет. Просто. Тут чел играет через дубликаты, но это ему не помогло. А даже если помогло, то все равно это ему не помогло. Вот это логика логичная, да? О, хорош. Пока нормалек. Пока что идет все так, как доктор прописал. Уровень поставил. Ага, 2 панды поставил. Отлично. Хорошее решение. Вышел немножечко из инкама, но ничего страшного. В его положении это можно сделать. Еще он цветах собирает. Тут будет что-то интересное. Скорее всего, он будет играть через цвет, либо же через золотые роллы. Посмотрим. Может быть и так быть. Может он будет играть и через золотые роллы, а может играть через дубликаты, кстати. Кстати. Через дубликаты может еще сыграть. Если у него так все будет хорошо идти, и дай бог, конечно, я держу за него, конечно, вот так вот кулачки, просто вот так вот болею за него всем сердцем, все такое, даже плакат бы сзади повесил бы. Но может получиться так, что он сможет сыграть через золотые роллы. А если у него получится это сделать, ну сейчас нормально по усилению, но я бы на его месте, кстати, сердца бы не... Берем. Берем. А Марси не? Ну, чтобы потом, если что, поставить 4 кунг-фу. 4 кунг-фу как-то более надежнее выглядят, не? Ну, он так не думает. Ну ладно. Просто для 4 кунг-фу ему нужно было бы 8 уровень поставить. Но в то же время это сильное усиление, как по мне. Типа, ты и так сейчас будешь идти в уровень. У тебя есть хаотичный договор. К 20-му раунде у тебя будет где-то 8 уровень с половиной 9-го. При этом ты еще и как бы будешь с усилением сильным. У тебя есть кунг-фу панда, у тебя есть все, то есть половину хп ты можешь срезать, будь здоров. Но он так не считает, поэтому ладно. Смотрим дальше. Смотрим дальше. Реликвии, кстати, тоже там неплохие. Одна из хороших, это которая у него уже есть. В общем, если он будет играть здесь через цвет, через легендарных дубликатов, это будет очень круто. Здесь есть Квапа, есть Зевс, есть Орк-шаман, тут есть импреска, самое главное. Ну, что не знает, почему я так хаю или лею эту импреску, потому что когда у вас будет баф full цвет, и у вас будет 2, допустим, Зевса, 2 Орка-шамана, то, соответственно, если вы закинете какие-то предметы в них, то появится у вас дубликат с этими предметами. А вы прикиньте, что такое... допустим, 2 Зевса с Аганимом, с жезлом 3-го тира, с драконьим рогом. И такой же аналогичный орк-шаман. А? И Квапа, которая, извините меня, ну, сломает всю позицию противнику. Еще и контроль навесит, еще и чистого урона накинет. Там чистого урона доброта накинется. О, а что так много предметов ему упало? А, там сердце и обычный предмет. Да там просто предмет на предмет наложилось. Я такой думаю, боже, что это такое происходит? Это что за движ? Это что за National Geographic? Спаривание животных. В данном случае квадратиков. Давай уровень. Давай уровень. Ну, кстати. Есть... хорош. Вот сейчас ему хорошо пришло. У него сейчас тоже есть... Ну, у него сейчас пик силы. Если он от этого демона еще сольет, будет вообще шикардос. Ага, поставил 2 дубликата вместо бафа гоблинов. Ну, в принципе, может быть и норм. Всегда хорошо. Так, Дэвид Джонс.
Собака, я подумал, что это антимаг на секунду. Потом смотрю, как-то у антимага мана есть, а это собака оказался. Что-то хотел такое сказать? А что хотел сказать? А, ну демона этого вынесет, плюс винстрик. Золота это будет вообще шикардос. Ему бы на самом деле усиление хоть какое-то, ну, более посерьезнее. Ему бы антимаг сейчас бы на этой стадии игры. Было бы шикарно. Либо же на самом деле, вот у него сейчас будет 8, у него было бы фуловое кунг-фу, было бы круто. Вот этого демона он может, кстати, и не вынести. Может вынести, а может нет, потому что, извините меня, у него как бы много отхила. У него есть жрица, у него есть тренд, и он тупо может перехилить. Я уже молчу из-за того, что там есть шаман лавы, который тоже может как бы наломать дров на секундочку. Надо как-то рукохотика, наверное, вправо ставить. Но в любом случае это мне не страшно. Даже если он проиграет, он просто, скажем так, ну, ничего не ощутит. Но с кунг-фу у него было бы все-таки больше шансов. То есть я просто фанат кунг-фу, обожаю кунг-фу. Мне нравится кунг-фу. Причем у него такая панда. Там просто одна панда раз может прокатиться туда-сюда, снести половину 7 хп, и остальные просто добьют. Докрутят, довертят. Все. Орка жреца взял, тоже хорошая тема. Кстати, надо будет обратить внимание, если он поставит этого орка жреца, будет ли он, вот этот рок войны, работать на сумонов. Почему я так спрашиваю? Потому что недавно играл, и я закинул рок войны в орка жреца, и почему-то не работало ускорение атак на сумона орка жреца. С чем это связано? В душе не понимаю. Да! Да! Берем! Да и гоблинов можно поставить. Не-не-не, ну почему? За что? А он его снес в винстрик, кстати. Деньги. Вкусно. Спасибо за покушать. О, пингует. Сейчас, кстати, надо будет обратить внимание на рок войны. Вот это его пингует. Пища тынг. 1000 пинг. Нормально. Блин, ну что ты Зевса не взял? У меня прям слезы на глазах накрутились. Зевс имба. Вообще непонятно, что сейчас будет у него за билд. Но то, что ему приходит и сыпет, будь здоров, это сильно. Сейчас будем наблюдать. Орк-жрец на суммонет нормально или печально? Ну, ему вообще не страшно проигрывать даже. Он все равно никому винстрик не даст. Ему страшно проигрывать после 20-го раунда. Если кому-то он отдаст винстрик... А ну, смотри, наблюдаем. Скорость атаки не работает на рок войны, видите? Не работает скорость атаки с рога войны. Посмотрите, как бьет орк-охотник. Он должен в 2 раза быстрее бить. И вот, орк-жрец так же само. Походу пофиксили. Но ничего себе он там насумонил. Мамма мия. Что это за... Слушай, топ не один. А ну-ка напиши мне, пожалуйста. Ты в казино ходил? Ты ставку делал? Чё так много? Чё так много пант идет тебе? Там, кстати, фолловые жрецы поставились. Ага. Интересно. Блин, ничего не понятно, что будешь сейчас собирать. Вроде бы как бы и мехов хочет собрать. И боги, кстати, там собрались. 3 мага я вижу. Один чел вообще играет через каких-то троллей. Вообще непонятно, что там он делает. Вообще непонятно. Сначала я подумал, что он будет играть через бога-жрецов, через Вич-доктора. Но по итогу оказалось, что это совершенно... Ну вот смотрите сейчас. Где? Кого он суманул этот? Боже, я не обратил внимания. Короче, рок войны, походу, не работает на сумоны. А чё так? О, шлема Реса, конечно. Он сейчас возьмет 9, потом 10. А, он хочет золотые роллы, походу. Ну, похоже, он хочет золотые роллы. Да, вышел из инкама, поставил 2 хитрецов, хорошо. Я бы еще раунд, наверное... Хотя у него такой сильный стол, ему только магия опасная, по сути. Там он чел с антимагом сидит, ему кайфово. О, 9 магов собралось. Не, наверное, можно все-таки один раунд как бы потерпеть.
Один раунд можно потерпеть, а следующий раунд можно уже, если что, юзать Шлемареса. У него будет шанс выпадения легендарных фигур, как на 10-м. И тогда он может все халявные роллы, по сути, поюзать. Но в его бы ситуации я вообще халявные роллы бы копил по максимуму. То есть не пытался улучшиться. Ему повезло, что ему орг-жрец упал именно настолько легко. Если так можно сказать. Но смотрим дальше. Я смотрю просто на этого Дэви Джонса и понимаю, боже, какой прикольный ник. Хочу тоже так. Не ник, а цвет ника. Ну, сразу, знаете, в глаза бросается такой интересный паренечек. Так, кто это у нас тут такой? Ну, блин, ему кунг-фу поставить, и вообще будет развал. Там тупо без шансов будет. У него и так хитрецы, извините меня, наносят 5000 урона. А их 3. На секундочку. Это еще и эльфы, кстати, были. Бэм. Блин, надо обратить опять свое внимание на то, как работает сейчас ускорение. Работает ли оно вообще? О, призма. Обезоружь, хорошо. Обезоружь, в принципе, хорош. Шлем Ареса юзает. В принципе, можно и паролиться. Опа, апгрейд. Опа, квапа. Ну, фулл кунг-фу не ставят, окей. Зевс. А минера нет. А было бы уже 2 Зевса. На секундочку. Кстати, вот хитреца засумонил. Да, не работает скорость атаки почему-то на хитреце. Чё за бред? Как давно такое произошло? Кстати, это плохо. Это очень плохо, то, что Дэвид Джонс у него стрелил, если что, хитреца. Ужасно плохо. Но я бы на его месте все-таки кунг-фу поставил. Кунг-фу имба. Ну. Кунг-фу лютая имба. Ну ладно, смотрим дальше. Можно, кстати, если что, орк-охотника ставить наперед, чтобы орк-жрец суманул именно этого... Ага. Чтобы он суманул конкретно орка-шамана. Либо же квапу то же самое поставить, тоже будет круто. Боги что-то там. Боги непонятно что. Так назовем. Так, Сумон пошел. Квапа сломала позиционку. Кунг-фу полетели. Боже, обожаю орка жреца. Какой же он мощный все-таки. Правда, хил жрица не перебил. Пока что. А вот было бы кунг-фу перебил. А было бы кунг-фу перебил. Пожалел ты, топ не один. Пожалел. И... Вот это да. Вот это я понимаю. Кстати, шаманов? А шамана, кстати, будет неплохо. Извиняюсь, что кашлянул, потому что слишком горло зачухало. Не, шаманов не захотел. Но, кстати, если он найдет золотые роллы, он может в действительности сыграть через шаманов. О, через импресску. Просто закирить импресску. Это будет сильно. Ну, кстати, в действительности рок войны не работает. Это бред. Вот смотрите сейчас, обратите внимание на скорость атаки призывного существа от орка-жреца. Смотрите, где кто? Цветку засуманил, да, еще одну. Видите, она не бьет быстрее. Вон, только что 2 цветки аналогично били. Че за бред? Так, Клокверк. О, теперь Клокверка. Клокверк, да, Клокверк. Ага, ага. Им... Прочитали по губам, что им будет сейчас? Кстати, можно же обезоружие закинуть, если что, в этого. В импресску будет 3 обезоружия. А 3 обезоружия, это, извините меня, довольно-таки приятно. Закинул, хорош. Смотрите, сейчас 3 обезоружия сработают. Ну, в данном случае 2, но все равно. Чекайте. Не понял, а почему одно без... не понял. Должно же было только что 3 обезоружия сработать. Почему сработал только 1?
Кристальчик, хрустальный топор. Будет через импресску играть, да? Да. Это хорошо. Медальончик, отлично. Ой-ой-ой, как хорошо. Ему бы сейчас импресску в 2 звезды. А если он соберет ее в 3 звезды? Боже, как он будет... Как он будет разрывать ими-то? 2 квапы. Ну, темпреска не усилилась, это плохо. Есть проблемы, могут выносить. Там фуловый жрец с антимагом 2 звезды. Ой-ой-ой, там сильные столы собрались. Может, будет больно. Наверное, все-таки надо рок войны отдать. Есть такое впечатление, что нужно отдать рок войны конкретно вот импреске. Кстати, я забыл. Жрецы сейчас не воздействуют ментальному контролю. То есть вражеский жрец не может взять вашего жреца под контроль. Это особенность класса жрецов. Я за это вообще забыл. Так, да, один обезоружен работает. А почему? Чё-то не... Должно же 3 обезоружия сработать. Фу, как хорошо, что он сдох. И винстрик. Хорошо. И золотые роллы. Да ну где же эмпреска? Ну Зевс идет тебе просто нереально. Бери его уже, покупай, потому что он не цепится от тебя. Рубрика все по 2. Вот то, что ему импреска не пришла, вот это вот прям жестко. Еще один обезоружь. Давай шмотку найдем какую-то, а? Хотя на самом деле, типа, и рано, и не рано спешить. Ага. Не стал. Я думал, или станет все-таки. Ага. Ага. Ну, обидно, конечно. Ну, ладно. Арканцы это, конечно, лютая тема для импрески, потому что будет 3 пары арканцов юзаться. Я что-то не понял просто один момент. Каким образом? Точнее, не каким. Почему не юзается обезоружь? Почему всего лишь один обезоружь? Пояснительную бригаду в комментарии. Антимаг проблема может быть, причем лютая. Если присосется к его минеру, будет больно. Ой. Хорош, вынес его. И еще мех выжил. Боже, как хорошо. Давай импресску в 2 звезды. Чтоб ты обкекался и горячей воды не было. О. 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 Нормалек. Нормалек. Можно посох 3-го тира еще, кстати, найти. Если будет играть через Зевса, то можно посох 3-го тира поискать. Ну, пока ждем. Пока ждем. Дэвид Джонс, если что, там уже имеет 5 винстрик, 24 хп. Но у него пока что все отлично. Тьфу-тьфу-тьфу. Чтоб не сглазить. Сильный стольчик. Стол у него там сильный. Что у Дэвид Джонса тоже там сильный стол. У него пока что самый сильный стол. Там вот есть Разор в 3 звезды, который неприятный, но там еще есть неприятнее. Там вот этот бог-жрец, он вообще неприятный, потому что может взорвать его. Но там еще есть О, на антимага обезоружь повесился. Отлично. Почили. Почиль, дорогой. И взорвись. Черт, не успел взорваться. Но то, что, конечно, гоблин, точнее, орк-жрец не суммонится скоростью атаки, это вообще печальная тема. Типа, какой же это бред? Тупо, очень тупо. Квапай. Блин, Квапай ему идет. Даже без золотых роллов. По идее, после 30-го раунда, если он не успеет, то он может спокойно переставить, как бы, предметы. Короче, переставить свой билд и закинуть туда дубликаты. Квапу, кстати, сейчас под контроль никто не сможет взять. Квапа, конечно, сильный персонаж. Ну, да. Ну, тебя сейчас же демон не будет бить чистым уроном с руки, потому что есть гримтач. Хз, насколько это правильно. Я бы, наверное, оставил все-таки в импреске скорость атаки. Это сильно.
Дамажит она, дай боже. Может, я ошибаюсь, конечно. А, вон как у него ник пишется, видите? У Дэвид Джонса, там, короче, картинка пришла, если вы заметили, там галочка, скоб, знак больше-меньше, между ними буковка А. Отдай скорость атаки. Отдай. Не жлобись, отдай. Надо подождать. Сейчас вот этот раунд он доигрывает и ставит тупо дубликаты. И рвет всех на запчасти. Но это прикольно, то, что он буковку А поставил, там у него синий ник стал. Если получится, сам себе переименую. Угу. Так, отлично, скорость атаки теперь. Мне непонятно, почему обезоружить сработал всего лишь один раз. Почему не 3 раза? Смотрите. Или... Я понял. 3 обезоружия сработало в одну цель. Во! Лайк за баланс. Хотя бы по очереди как бы ты юзался. О, рейд зверей. Отличная тема. Особенно в лейт ситуации, это вообще шикардост. Спасибо. Спасибо тебе за то, что импреска пришла. О, 2 квапы. 2 квапы. Не, ну надо уже дубликаты, наверное, ставить. Хотя, если мы сейчас импреска придет 3-го уровня, то что? Рвем 5-ю точку всем. О, кристальчик. Кстати, кристальчик тоже хорошая тема. Интересно, на дубликат распространяется? То есть, у вас есть один кристалл, у вас, получается, в дубликате будет 2-й кристалл. И вот на 2-й дубликат будет распространяться? 6 богов, кстати, чел поставил. Интересно. Ну да, там есть куча активных предметов, но толку от этих куча активных. Ну ладно, посмотрим. 2 цветочки, хорошо. Пока что еще будет ждать. Окей. Мне интересно, что Зевс сейчас тырит. Если выиграет еще один раунд и соберет импреску в 2 звезды... Ну, блин, жалко, что ему так редко импреска падала. Он мог импреску в 3 звезды собрать и просто порвать всем 5-ю точку. Бог-жрец опасен, сразу говорю. Очень опасный бог-жрец. Ой, его тут вынесли, походу, боже. Как... Ну, антимаг не имба, естественно. Вообще плевать антимагу. На тебя, на соседа Иваныча, на 3-го, 5-го, 10-го. Не, надо, наверное, дубликаты ставить. Кстати, а чел там винстрик проиграл. Скилл разора стырил, хорош. Будет еще ждать, да? Будет терпеть. Но ХП ему позволяет потерпеть. Объективно. Пока что ему объективно позволяет ХП. Ой, наконец-то, божечки. Пока ждет. Может, я думаю, он может кошку собрать. Та, которая будет прыгать на лицо. Ну, бог-жрец сам сильный. Дэвид Джонс. Но он как-то странно там играет немного. Он почти собрал себе в 3 звезды орка-жреца, если что, на секунду. Почти собрал орка-жреца в 3 звезды. Обезоружь фана, окей. Окей, сайленс, постоим, подождем, понял. Но... Ой-ой-ой. Не, надо ставить дубликаты. Не. Уже не потерпит. Уже надо ставить, да. Уже надо ставить. Хочешь, не хочешь, игра тебе как бы подсказывает. Надо. Ему бы, конечно, найти раконцы, чтобы маны на все хватало. Но импреска сильная, даже в 2 звезды. Хорошие предметы есть. А может, все-таки попробуем в квапу? Квапа будет прикольной. У тебя 2 квапы. Угу. Мне интересно, у дубликата будет кристалл? Поставил, если что, немного в разнобой. Обезоружка полетел, хорошо. Ладно. Но зато, кстати, у волка нету маны. Еще одна призма. В квапу давай. Надо только будет посмотреть, будет работать как бы 2-й навык. Не ролит пока что, ждет.
А, кстати, сейчас будет 35 раунд уже скоро. Давай не забудем активировать реликвию, чтобы у тебя была куча предметов. Может, тебе там упадет посох 3-го тира. О, орк жрец в 3 звезды. Это... Если он найдет рефрешер Некромикон, то это будет ГГ. Рок войны ж не работает. Это будет ГГ. Надо в легендарной фигуры отдавать предметы. Что поделать? Вот в 2 квапы. Надо будет еще один искать предмет. Хорошо. Сайленс пошел. Позиционку сломали. Взорвал лицо ему. Давай. Хорош. И давай в next. До свидания. Еще и скилл разора стрел. Надо посмотреть на дубликат. Спасибо за, кстати, цветочку 2 звезды. Наконец-таки. У тебя сейчас же толпа там мобов будет. Ты уверен, что ты затащишь? Хочет рискнуть. Вместо шамана. Шаман не тот. Да. И надо посмотреть по предметам, что у тебя там. Не будешь юзать реликвию? Или ты забыл за нее? Таргетность. Ну, кстати, хороший предмет. Такой его ему некому его давать. Хотя, может быть, из Зевса. Чисто по приколу. 3 медальона, это хорошо. Реликвия! 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 Успел. Да. А вот сейчас 2 без оружия сработало. Прикол. Давай, только не сдохните все мехи, пожалуйста. Пожалуйста, все мехи не сдохните. Ой. Это полная всем 5-я точка. Ой-ой-ой. Вот это еще имбовая шмотка. А это еще крутая шмотка. Может тупо закинуть сейчас в эту жрицу. Ой-ой-ой. Зевсов решил поставить, да? Хорошо. Уровень берешь? Ты, в принципе, его сейчас порвать должен. Ему на самом деле одной шмотки тупо не хватает. Для полноценного развала кабины ему не хватает просто одной шмотки. Это же посох 3-го тира в Зевсе, который появится с дубликатом. Он вообще этого Минеру может забрать. Типа Минеру сейчас не такой импактовый, как у него есть другие персонажи. Да, ага. А вот, кстати, это... Ну, кстати, опасно то, что в импреску не засунул медальон. Но импреска не взялась под контроль. Ой, ё, как Зевс ударил. Малыш, отдыхай. Это было жестко. Это было жестко. Боже. Я обожаю, когда такие есть легендарные дубликаты. Обожаю. Это сильно, это круто, это замечательно. Но ему тут вообще все пошло. Только единственное, что импреска ему, так знаете, с натяжкой шло. Но Квапа, конечно, делает свои чудеса. Просто 3 Квапы. Одна Квапа закастовала свою способность, сломала ему позиционку, чил тупо ФК побегал. Потом 2 Квапа закастовала, 3 Квапа закастовала. Ну и все, там похоронный марш, короче. Синергии покажет на всякий случай. Вот так вот будет. И давай, ну ладно, вот так вот лучше будет. Все, так, на паузу поставлю и все. Что я могу сказать? Все круто. Ну, есть, конечно, некоторые моменты, как бы я немного по-другому сыграл, но у него куча предметов было. Короче, он бы там, я думаю, перестроился, хотя на самом деле 2 раза так критично потерял здоровье, но из-за того, что было куча здоровья, дотерпел до талого и сделал свое дело, как говорится. Взял и уничтожил. Могли его, конечно, законтрить в таком билде, но для этого у него стояла, если что, МПСка. Как это законтрить? То элементарно, просто поставьте 6 морских. Чистый урон возвращается, магический урон возвращается, а вот импреска с руки может навалять. Ну, тоже, если морские сработают и все будет как надо. Короче, чтобы такое законтрить, нужно плотные фигуры иметь и 6 морских поставить сверху. Тогда это можно спокойно законтрить. То есть, допустим, у вас есть какая-то условно мортретка, которая имеет шар бездны и сама по себе она плотная. Просто сколько урона чистого нанесется, столько мортретка вернет, грубо говоря. Ну, если мортретка, конечно, плотная, с предметами, все, короче, как надо. И вот этот вот чел, который играл на богах-жрецах, тоже мог его как бы спокойно законтрить, но... Ну как спокойно? На самом деле не спокойно. Тяжело мог законтрить. Просто чувак закирил хана. Я бы кирил на его месте орка-жреца. Рефрешер, некраф, все дела.
Но это была крутая катка, это очень крутая. Я рад, что он вынес их всех. Очень рад, потому что катка очень крутая. Мне понравилось. Добавить тупо нечего. Легендарные дубликаты оправдывают свое название. Разрывают пятую точку всем, если все грамотно собрано. Просто. А ну-ка. Напишите в комменты, какие легендарные дубликаты вы считаете под прокаст самые сильные. Интересно ваше мнение. А так, что думаете по поводу этой катки, вы напишите в комментариях. И не забудьте поставить свой лайк и комментарий в поддержку. Не просто так я об этом говорю. И также, кто не подписан на YouTube канал, подписываемся, потому что скоро 2000 подписчиков. Еще у меня есть телеграм-канал, закреплен в описании под видео, в комментариях под видео, а также на экране у вас появляется QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи!